Меня зовут Иваний Глеб, я художник из Иркутска. Я прожил 3 года в заброшенном пионерском лагере, но сейчас у меня своя галерея в гараже. Для меня искусство – это смысл жизни. Я не могу разделить свою личность от искусства, от того, чем я занимаюсь. Это все-таки самая важная тема в моей жизни. Я не пытаюсь что-либо донести до зрителя в своих работах, потому что мой основной проект «Незримый» как раз-таки направлен на то, чтобы отделить произведение от существования зрителя. В проекте «Незримое» я занимаюсь тем, что заменяю самого зрителя, заменяю человека на элементы самого произведения. Или же возвожу произведение в состояние суперпозиции. И множеством других способов сепарирую произведение от зрителя. И поэтому мои работы, они не пытаются ему что-либо сказать вообще, потому что они, наоборот, его отрицают. Зрителя вообще не существует для большинства моих работ. Идея открыть галерею в гараже ко мне пришла с необходимостью иметь свое независимое выставочное пространство. А когда ты приезжаешь в Москву из Сибири, то для всех ты чужак. В моем случае, когда работы сложно назвать какими-то коммерческими, гораздо проще создать свое независимое выставочное пространство для того, чтобы их экспонировать. То есть изначально я арендовал гараж для хранения своих работ и для использования в качестве мастерской. Но я быстро понял, что это помещение можно использовать гораздо интереснее, использовать ее как полноценное выставочное пространство по выходным, а в будни использовать как мастерскую. Так я и решил сделать ее галереей, открывать здесь выставки, и открыл это пространство со своей персональной выставки с работами с 19 до 25 года. Я остановился на варианте с гаражом, потому что спокойно можно шуметь в любое время, можно находиться в любое время. Также в этом гараже мне понравилось то, что здесь есть подвал, который я превратил тоже в выставочное пространство. И по итогу здесь получается 2 зала, верхний зал и подвальный зал. Следовательно, есть фактически все для полноценной галерейной деятельности. Единственная сложность в том, что гараж находится далеко от города, и поэтому множеству людей, которые приезжают сюда на открытие или другие мероприятия, приходится преодолевать большие расстояния и сложности с пересадками, но это даже в какой-то степени отсеивает людей, мало заинтересованных действительно в выставке. То есть здесь нету случайных зрителей. И сейчас, после небольшого перерыва, я занимаюсь организацией следующей выставки, групповой выставки молодых авторов, но уже известных авторов, которые занимаются аэрографией. Я всегда знал, что я буду художником. Мама отдала меня в художественную школу в 3 года, а я тогда еще даже говорить не умел. А потому у меня никогда не возникало сомнений и вопросов о том, кем я буду. Можно сказать, что моя судьба была предрешена именно тогда. После художественной школы я поступил в Иркутское художественное училище. Это академическое художественное заведение. Я там обучался на живописца-преподавателя. Тогда как раз-таки я и полюбил вообще тему искусства. Когда на первом курсе я прочитал книжку Казимира Малевича «Черный квадрат», во мне что-то изменилось, и я начал углубляться в эту тему, смотреть разные лекции, читать много разной информации. И когда я закончил художественное училище, я решил заниматься современным искусством. В Иркутске я быстро стал довольно известным автором. Еще когда даже занимался академической живописью, я в какой-то момент уперся просто в потолок. И поэтому я принял решение уехать из Иркутска, но перед этим сделать свою персональную выставку там, как такой прощальный подарок городу. Это каталог, который мы сделали после открытия выставки в Иркутске в 2021 году. Незримое. Здесь, если его вот так вот потрогать, то можно почувствовать объемные буквы «Незримое». Вот. И мы сделали таких, наверное, штук 5 или 6 по индивидуальным заказам. Здесь странички раскладываются все вот таким вот образом, что если ее просто листать, то это работы, просто работы, картинки. Ну а если раскрывать, можно о них поподробнее прочитать. И вот мы сделали его со всеми работами, которые там были.
в целом отражает идею выставки, когда ты просто листаешь вот так вот, не раскрывая. Здесь вот все эти работы. Так выглядела сама выставка. Она состояла из двух залов. Первый зал и второй зал. Сделав, наконец, выставку, что было очень сложно, я переехал под Москву в заброшенный пионерский лагерь. Я собрал все свои работы, все свои вещи, и мне пришлось арендовать контейнер для того, чтобы это все перевезти, что обошлось тоже в довольно круглую сумму. Если фраза «заброшенный пионерский лагерь» звучит как-то страшно, то по факту это больше похоже на дачный быт. Электричество есть, вода из ручья, и в общем и целом не так уж и плохо. Это комната, в которой мы жили. Здесь не было ничего этого, были просто пустые, голые, грязные стены и куча мусора. Но переехали сюда, прибрались, я поставил печь, и вместе с ней стало можно здесь жить. Вот в этом сооружении мы мылись. Я взял одну из кроватей из заброшек, вставил в нее ванную вместо пружины и, разогревая воду на печи, можно спокойно мыться в холодное время года. Это кухня, на которой я готовил еду, когда здесь жил. Раньше кухня у нас была в кошачьем доме, но в какой-то момент мне надоело питаться вместе с кошками, поэтому я перенес ее сюда. Лагерь находится в лесу. Я там прожил 3 года. За это время много что происходило. И за то время, пока я жил в лагере, я не создал ни одной работы. Я был в очень плохом состоянии и занимался только тем, что зарабатывал деньги организация выставок в Москве. Пребывание в лагере повлияло на восприятие себя как художника. За 3 года бездействия я осознал, что без этого я жить не могу, потому что когда у меня не было сил на создание новых работ, я с каждым днем чувствовал себя все хуже, хуже и хуже, и ненавидел себя за бездействие. Потому я понял, что все-таки я художник, потому что это неотъемлемая часть моей жизни, без этого я не могу жить. И для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы полноценно существовать, мне нужно заниматься искусством. Меня вдохновляет мысль о том, что человечество, оно конечно. И мне очень не хотелось бы, чтобы искусство, как некая сущность человеческого сознания, как результат человеческого сознания, не хотелось бы, чтобы оно исчезло вместе с человеком. И вот эта мысль, она наталкивает меня на то, чтобы работать. И уже множествами различных способов пытаюсь решить эту проблему. Насколько успешно или безуспешно решать не мне, это покажет только история. На мой взгляд, схемы, которые я выстраиваю в своих произведениях, они все-таки работают. И я очень надеюсь, что моя выставочная деятельность с этими работами, она сподвигнет других авторов заниматься той же самой темой. За время моей художественной деятельности у меня накопилось достаточное количество всяких наград, премий, стипендий. Например, я получал стипендию Министерства культуры Российской Федерации когда-то, и недавно стал финалистом премии Henke Art Prize. Но их нету в бумажном виде, но зато есть сертификат от Люксембургского музея, премия имени Турчининова, диплом от художественного музея имени Сукачева в Иркутске и множество других дипломов за выставки, в которых я занимал какие-то призовые места, либо же просто был участником неконкурсных выставок, например, в Зверевском центре современного искусства в Москве. Работаю я в совершенно разных местах в зависимости от идей, которая у меня возникнет в голове. Например, для одной из работ под названием «Вознесение» мне необходима была литейная мастерская, которой у меня нет. Пришлось связаться с знакомой художницей, чтобы приехать к ней в Воронеж и отлить эту самую скульптуру. И мы делали все таким образом, чтобы она не коснулась глазом вообще к моей работе. Вот из-за таких вот сложностей и приходится работать в разных местах. У меня возникали мысли о том, чтобы бросить это все. Это в основном было в лагере.
Когда я занимался только заработком денег, я думал, может, так и стоит делать дальше, но, как показала практика, все-таки, ну, этим я не могу не заниматься, поэтому я это дело не брошу и, ну, видимо, этого никогда не произойдет. За то время, сколько я занимаюсь современным искусством, я уже давно показал, что ради искусства я готов на многое, готов исключить личный комфорт, готов лишиться денег, готов много лет выплачивать большой кредит, готов тратить все свое время и силы, поэтому я с уверенностью могу заявить, что ради искусства я готов на многое.